Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас вторник, 24 января, выпуск промежуточный. Мы с вами все в том же режиме работаем и встречаемся с вами ежедневно с понедельника по четверг с промежуточными выпусками. В пятницу 27 января отвечу на ваши вопросы, которые вы оставите в комментариях под нашим завтрашним выпуском. И в воскресенье у нас будут итоги недели с Сергеем Жарновым. Напоминаю, что вы можете оставить комментарий у нас под этим роликом, минимум 5 слов, или поставить лайк, или то и другое, для того, чтобы продвинуть в рейтингах наши материалы. Также хочу сразу обратиться к нашим уважаемым зрителям и слушателям, которые нас смотрят и слушают на территории Республики Беларусь и России. Пожалуйста, включайте VPN перед просмотром ролика, и вы таким образом поможете нам, поможете монетизации нашего канала. Большое спасибо за понимание. Начинаем. Начинаем мы с президента России Владимира Путина традиционно. И давайте напомним, что Путин сегодня общался с правительством. Рассказал Путин про большие проблемы, которые существуют с обеспечением лекарственными средствами. И, оказывается, есть дефицит. То, о чем Путин докладывали еще в конце прошлого года и предупреждали о том, что грозит кризис с дефицитом лекарственных средств. Путин проснулся наконец, и проблему уже невозможно утаивать, и сказал об этом во всеуслышание. Но, как бы то ни было, проблему Путин поднял. Путин, как обычно, опять-таки традиционно проводил совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, общался на довольно скользкие темы, не вдаваясь, опять-таки, в подробности. Как собирается Путин решать кризис с дефицитом лекарственных средств, не знает никто. Он фактически самоустранился от решения этих вопросов. Кризис будет только нарастать. То, о чем говорит Путин, что увеличивается количество лекарственных средств, производимых в Российской Федерации. Но это совсем не говорит о том, что поддерживаться нужный ассортимент. Я уверен на 100%, что практически все наши уважаемые зрители, слушатели, проживающие в России, уже столкнулись с дефицитом лекарственных средств. Сейчас идет сезон традиционно, извиняюсь за постоянно употребляемое слово традиционно, но так оно и есть. Сезон, когда традиционно люди болеют сезонными заболеваниями. И, конечно, большинство обращаются в аптеки. В основном в аптеки по месту жительства, которое находится недалеко от дома. Некоторые обращаются в торговые центры, но все больше и больше людей начинают обращать внимание на то, что можно, как в советские времена, достать лекарства только по блату. Только по блату. Да и то далеко не всегда. А те люди, которые, что называется, не имеют такого блата, будут страдать и не будут, конечно, получать нужные лекарства. Да и по блату цена на лекарства просто космическая. Просто космическая. Уже сказывается, уже вовсю ощущается дефицит антибиотиков, дефицит препаратов для сердечников, дефицит препаратов для онкобольных. Еще раз подчеркиваю, несмотря на то, что президент России болен онкологическим заболеванием, дефицитов в препаратах он не испытывает. Практически все препараты, которые он употребляет, привезены из-за рубежа, и проблем для него таких нет, как для обычных граждан России. Это к тому, что многие говорят, что почему же Путин до сих пор не умер. У него его обеспечивает лучшая медицина в мире. Он имеет доступ к самым прогрессивным и самым новаторским технологиям и методам лечения, а также самым передовым лекарственным средствам. Несмотря на это, положение его все-таки ухудшается. Практически все близкие наблюдают ухудшение здоровья президента. Он все меньше и меньше появляется на людях. Сегодняшний эфир проводил действительно он в режиме видеоконференции. Но, опять-таки, тот эфир, который он проводил, особого труда провести не составляет.
Дефицит лекарственных средств вызовет глубочайший кризис в Российской Федерации, и по итогам года, конечно, будет смертность несравнимо выше, чем по итогам прошлого года. Я имею в виду как раз из-за нехватки лекарственных препаратов. Я скажу, что для российских войск на фронте ситуация не лучше. Дефицит кровоостанавливающих средств и вообще целого ряда препаратов, огромное количество жертв, потому что не поспевает медицина. И мы уже об этом говорили, я повторю еще раз, когда Путин или там Шойгу или Герасимов говорят, что медицина фронтовая действует на высшем уровне, и что около там то ли 80, то ли 110, то ли 150%, то ли какие-то заоблачные цифры людей после ранения возвращаются в строй, это, конечно, все полный бред. Полный бред. Смертность просто катастрофическая, особенно на фронте. Выводы Путин не делает абсолютно никакие, да, но ему по большей части это ему не интересно. Теперь перейдем к другим новостям. Другие новости, давайте коснемся Государственной Думы. Депутаты не знают и не понимают, чем себя занять. Вот у нас многие спрашивают, когда начнется разброд и шатание. Разброд и шатание уже начались. Если вы обратили внимание, в последнее время, в последние несколько месяцев, депутатские инициативы выглядят не просто абсурдными, выглядят как парад идиотизма в дурдоме. Психиатрическая лечебница просто отдыхает. Какими только инициативами не блещут современные парламентарии российские. Бред полный, предлагают такое, что на голову не натянешь, и самое главное, что это не инициатива, спущенная сверху. Самое главное, что это самодеятельность. То Володин отбирает, все никак не может отнять имущество у тех, кто говорит какие-то, по его мнению, неправильные вещи на российскую армию. Хотя говорят исключительно в основном правильные вещи. Те люди, против которых выступает Володин. Плюс тут собирается регистрировать людей, въезжающих и выезжающих из России. Заранее надо становиться в очередь, оказывается, записываться, иначе никак и границу не пересечешь. Причем как на выезд из России, так и на въезд. Ну, глупость, полная инициатива, опять-таки, на сегодняшний день немного ее свернули. Плюс можно перечислять весь этот идиотизм, который и военные сборы для людей старше 30 лет, там чуть ли не ежемесячные предлагали и так далее, и так далее, и так далее. Абсурд просто зашкаливает, и именно это уже можно считать одним из основных признаков разброда и шатания. Когда людям, которые находятся у власти, да, я понимаю, что власть чисто формально у депутатов, но все же это законодательная власть. Когда они не понимают, чем себя занять, когда они ждут и не могут никак дождаться приказа сверху, что делать, они начинают заниматься идиотизмом. Начинается разброд и шатание. Разброд и шатание вносит смуту. Еще раз подчеркиваю, я уверен, что мы уже в ближайшее время увидим, как этот идиотизм, который, раз повторяю, который пытается реализовать нынешняя российская власть в лице депутатов Государственной Думы, это выплеснется просто неимоверной волной на народ, и народ в ответ ответит взаимностью и любовью. Я в этом уверен. Далее еще одна такая довольно тоже интересная новость. Сегодня Путин, вернее тот человек, который немного похож на Путина, встретился с губернатором Белгородской области Гладковым. Гладков, конечно, потерпевший в этой ситуации. Его кинули из огня до полумья, и, что называется, опять-таки, выглядит, конечно, это все очень смешно. Я Гладкова не знаю. Я знал Савченко, знал довольно близко. Мы с ним очень неплохо общались. И многие о Савченко отзываются нелестно, но все же. Все же я скажу, что, допустим, такие вещи, как аннексию Крыма, Савченко не поддержал. Это один из немногих губернаторов, который открыто в своем окружении, не боясь того, что это будет донесено до высшего руководства, говорил, что это большая ошибка. Аннексия Крыма – большая ошибка. Несмотря на это, Савченко продержался у власти довольно долго, пытались его всячески дискредитировать, но
но не всегда это получалось. Опять-таки дали ему спокойно уйти. Савченко находился во власти чуть ли не больше, если мне не изменяет память, чем находится до сих пор во власти Владимир Путин. Так вот, Гладков. Гладкова, конечно, ситуация в корне другая. Он должен разруливать все, все кризисные ситуации, которые прифронтовой регион. Не просто прифронтовой. Давайте говорить вещи откровенно, своими именами называть. Все-таки Белгород это фронтовой регион. Война коснулась Белгородской области полномасштабно, и в этих условиях губернатор пытается действовать просто в суперкризисных условиях. И центр абсолютно никак и ничем не помогает. Все вот эти полувоенные, на четверть военные, на треть военные положения, которые были введены Путиным вместе с мобилизацией, абсолютно никак не помогают Гладкову. Я не становлюсь на сторону Гладкова. Я говорю о том, что Путин принес войну на российскую землю. Путин, именно президент России Владимир Путин. Война у него в голове. Гладков там чуть ли не стоя на колени пытается уговорить человека, похожего на Путина, помочь, оказать какую-то посильную помощь в урегулировании десятков кризисных ситуаций, которые чуть ли не ежедневно происходят в Белгородской области. Но Путину плевать. Еще раз скажу. Когда Путину докладывали еще во времена, когда только начинались обстрелы Белгородской области, когда начинался кризис военный, Путин сказал, в Белгородской области в основном проживают украинцы. Вот пусть они друг друга перемалывают, плевать. На это просто плевать. И к этому человеку, как считает Гладков, он приехал просить помощи или просить милостыни. Ничего не будет, никто ему ничем не поможет. Так, мы с вами уже практически 12 минут в эфире. Я вам хочу напомнить, что есть возможность подписаться на Patreon. Я думаю, что завтра я отвечу на оставшиеся с прошлой недели. У меня там осталось небольшое количество вопросов, на которые не успел ответить на прошлой неделе, еще старых вопросов. И, наверное, уже на следующей неделе начну отвечать на новые вопросы, которые тоже быстро накапливаются. Подписавшись на наш Patreon, вы имеете возможность получить практически доскональные ответы на практически все вопросы. Доскональные, если вопросы касаются наших материалов, а не вопросы гипотетические, не вопросы, которые занимают какую-то объемную тему, тогда, конечно, ответ будет краткий и, насколько это возможно, емкий. Но если вы задаете конкретные вопросы по конкретным событиям, я стараюсь отвечать также конкретно. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это самое главное, и мы работаем исключительно для вас. Всего доброго, до свидания.